Кто такие депутаты? Серьезные люди на дорогих машинах, которые вершат законы в Госдуме, а потом уезжают в загородные особняки? Наверное, многим привычен такой образ. Но есть совсем другие депутаты, муниципальные. Они не ворочат миллиардными бюджетами, и по телевизору их почти не показывают. Зато их можно выбирать, и на их выборах иногда побеждают действительно независимые кандидаты. Но кто вообще такие муниципальные депутаты? Чем они занимаются и зачем становиться таким депутатом? Узнаем у одного из них. Общественной деятельностью начал заниматься примерно в 2017 году, когда в нашем районе, в нашем поселке захотели чиновники, так сказать, посреди жилого массива построить промышленную зону. Пришлось объединиться с местными активистами, как-то этому противостоять. Постепенно эта общественная деятельность нарастала, и пришли к тому, что в 2020 году выдвинулись от партии «Яблоко». По роду общественной деятельности все активисты, жители, они как-то друг с другом контактируют. В том числе на одном из мероприятий у нас произошел, так сказать, встреча, знакомство с представителями партии «Яблоко». Мы обменялись какими-то взглядами, какими-то мнениями. Они решили, что готовы поддержать мое выдвижение в качестве кандидата в депутаты, за что я им благодарен. На самом деле, чтобы выдвинуться в кандидаты в муниципальные депутаты, надо не очень много подписей, чуть больше 100 подписей. Но процедура их проверки, процедура принятия решения избирательной комиссии такая, что вас могут просто снять по этим подписям, по любому надуманному предлогу, и оспорить это практически невозможно. Именно поэтому выдвижение с помощью партии дает независимым людям, таким как я, возможность хотя бы попытаться стать депутатом. Вообще предложение пойти в депутаты вместе с партией родилось где-то за полгода до выборов. И с этого момента началась такая подготовка, которая проходила довольно-таки сложно. Проходила избирательная кампания практически без финансовых ресурсов. Да не практически, она вообще проходила без финансовых ресурсов. Просто на основании какой-то узнаваемости на фоне общественной деятельности. Администрация, конечно, на мой взгляд, пыталась противодействовать именно тому, чтобы я прошел Совет депутатов, используя для этого в том числе свой медийный ресурс. Например, прямо в день выборов вышла такая заказная статья в местной газете, с откровенной клеветой, с откровенной ложью о том, что якобы я заставлял избирательную комиссию совершать какие-то нарушения. Причем сделано это было по такой, стандартной схеме. Анонимное лицо публикует фейковую новость на своей странице в сети ВКонтакте, сотрудник администрации репостит эту новость, потом уже газета, якобы как официальный орган, берет эти два репоста, две эти публикации, говорит, оно мнение жителей, посмотрите, какой ужас творят некоторые кандидаты. Местная газета выпускает целый разворот, разворот газетный, посвященный тому, как депутат Старчак якобы нарушал законодательство, с бандой приходил на избирательный участок, кошмарил всех председателей участковых комиссий и заставлял их что-то делать. Мы, конечно, в рамках наших возможностей отреагировали на эту публикацию, вызывали полицию прямо сюда, в здание администрации, где находится редакция этой газеты, писали заявление по уголовной статье, по клевете. Проверка проводилась почти 2 года. В рамках этой проверки многократно мы обжаловали незаконное действие, незаконное бездействие сотрудников полиции, которые эту проверку проводили халатно. Мы все понимаем, конечно, что невозможно решить этот вопрос в правовом поле. Для газеты, для этих сотрудников, которые фабриковали эти новости, это все осталось, можно сказать, в уголовной плоскости осталось без ответа, но реакция последовала. На сегодняшний момент все эти люди уволены, которые участвовали в этих фабрикациях. Я считаю, это тоже хорошее достижение. В самой именно предвыборной кампании практически мне не мешали, то есть я мог встречаться с избирателями, мог рассказывать про свою деятельность, как и все остальные кандидаты, выдвинутые от всех партий. Самые интересные моменты, конечно, происходили на избирательных участках. Тут уже в дни голосования приходилось нам привлекать очень много активистов, которые добровольно откликнулись на наш призыв участвовать в деятельности избирательных комиссий и контролировать правильность и чистоту выборов. На избирательных участках мы сталкивались с тем, что там зачастую присутствовали представители администрации, что запрещается избирательным законодательством. Нам приходилось этому противодействовать, в том числе мы вызывали полицию. Некоторые представители избирательных комиссий, председатели, чинили препятствия
в доступе к документам избирательной комиссии, которые они обязаны были предоставить. Тоже мы вызывали полицию. По результатам выборов, я напомню, я прошел по партийным спискам, партия набрала чуть-чуть больше 5%. Именно 5% это тот барьер, который позволял одному депутату по партийному списку попасть в Совет депутатов. Значит, превышение от необходимой нормы там порядка 100 голосов. Вот буквально на 100 голосов меньше, и уже бы там я бы не был депутатом. Результат такой, я считаю, он хороший результат, потому что лидирующая партия потеряла очень много голосов. Совет депутатов Подольска впервые представлено, по-моему, 5 или 6 партий после избрания депутатом. Постепенно начал входить в эту работу. Ну, депутат, муниципальный депутат, условно можно назвать это работой. Это вообще деятельность не оплачиваемая. Это бесплатная деятельность, которой депутаты занимаются, можно сказать, в свободное время. В Совете депутатов Подольска 35 депутатов, из них только 3 находятся на оплачиваемой работе. Это председатель и 2 его зама. Все остальные это люди, которые бесплатно выполняют такой, скажем так, общественный долг. Первоначальная работа, конечно, была встречена противодействием, очень сильным противодействием председателя Совета депутатов, который, фактически препятствовал всеми силами, которые у него были. Например, не дают слова на заседании Совета депутатов, не дают возможность включить какой-то вопрос в повестку. Самый яркий пример, конечно, произошел во время назначения главы городского округа Подольска. По нашему закону главу избирают не жители, его назначают депутаты по результатам конкурса. Вот в ходе этого конкурса кандидаты предоставляют в Совет депутатов определенную информацию, там свои анкеты, еще перечень информации. Эта информация, по закону, она должна быть доступна всем депутатам для ознакомления. И в определенный момент я пришел к председателю Совета депутатов, который был членом этой конкурсной комиссии, попросил меня просто ознакомить с теми документами, которые представили все кандидаты. Я депутат, мне предстоит голосовать за кого-то из кандидатов, а я даже не знаю, что они себе написали. Мне поступил отказ немотивированный. Но первое, что я сделал, спокойно объяснил, что нарушаются мои права и права моих избирателей. Это никак не подействовало. Пришлось действовать по нашей стандартной схеме. Я вызвал наряд полиции прямо в здание администрации к председателю Совета депутатов. Проверка производилась несколько месяцев. Как обычно, наша полиция производила проверку с многочисленными нарушениями, по которым уже по нарушениям полиции я писал и жалобы в прокуратуру, и заявления в суд, и действия полиции признавались многократно незаконными. Сейчас у нас, к счастью, новый председатель Совета депутатов. Работа Совета депутатов, на мой взгляд, она улучшилась. В таком объеме, конечно, препятствий уже не чинятся. А работа депутатов в основном, конечно, нормотворческая работа в составе комиссии. И основной в этой работе, конечно, анализ бюджета, анализ муниципальных программ и голосование за них или против. Конечно, бюджет, он должен приниматься в интересах жителей. Надо проверять обоснованность всех муниципальных программ и голосовать в соответствии с своими убеждениями. По своему статусу все депутаты являются независимой администрацией. Более того, депутаты назначают главу, голосуют за муниципальные программы и за бюджет. В этой связке получается, что администрация должна зависеть от депутатов. Что происходит в нашем Совете депутатов? Половина депутатов являются руководителями муниципальных предприятий. Понимаете, да? Они сами себе фактически утверждают бюджеты, с одной стороны. С другой стороны, они являются руководителями главы администрации. С другой стороны, глава администрации и администрация, являясь учредителями этих МУПов, назначает этих же депутатов на оплачиваемые должности. Такого не должно быть с точки зрения закона. Но сегодня закон позволяет это делать. Это нарушает принцип независимости работы Совета депутатов. Поэтому и такие результаты. Все депутаты практически всегда голосуют за все, что предлагает администрация. Я могу озвучивать несогласие с какими-то муниципальными программами, но все равно все депутаты голосуют за них единогласно, в том числе и все те, кто избран якобы от других оппозиционных партий. Например, у нас в бюджете есть такая статья, как патриотическое воспитание молодежи. Программа по патриотическому воспитанию молодежи. На эту программу ежегодно выделяется почти 300 миллионов рублей. Я считаю, это безумные деньги для Подольска. Эти деньги можно было потратить совершенно на другие цели, на благоустройство, на ремонт подъездов. Чтобы вы понимали, за эти деньги можно отремонтировать 600 подъездов в год. Но эта программа осваивается буквально через парочку подконтрольных администраций МУПов, с чем я не согласен. Я поддерживаю патриотизм, но он должен сопровождать каждый шаг деятельности чиновника. Все, что они делают, должно основываться на патриотизме, на любви к своему городу, к своей родине. Если им за патриотизм нужна еще какая-то доплата, я считаю, это неправильно. Им надо покидать это свои должности. Но моя позиция, она одинока, ее никто не разделяет. Вторая важная составляющая работы депутатов
это работа с обращениями избирателей. Вот у меня такие были случаи, обратилась жительница с очень тяжелой ситуацией по ремонту квартиры. То есть во время капитального ремонта, который производил управляющая компания фонд капремонта, ее квартиру залило. Это происходило осенью, уже холодное время года. И ничего, месяцами ничего не делалось. Ничего она не могла с этими людьми сделать. Я к ней пришел, а на меня человек просто со слезами вешается на шею, просит помочь. Я прямо на место вызвал наряд полиции, обратился в прокуратуру, обратился в надзорные органы. После этого, конечно же, они там туда все прибежали, начали что-то ей там помогать, начали исправлять ситуацию. Не должно такого происходить, когда житель со слезами на глазах прибегает к депутату, просит защитить его от чиновников. Единственным смыслом и целью деятельности чиновников должны являться права жителей. Только в интересах жителей и должны работать чиновники. Если кто-то из них это забыл, я им рекомендую прочитать статью 18 Конституции Российской Федерации. Вообще полномочия муниципального депутата связаны с так называемыми вопросами местного значения. Можно сказать условно, что это не политические вопросы, а, так сказать, хозяйственно-бытовые. То есть что такое вопрос местного значения? На самом деле это 90% вопросов, которые волнуют жителей при взаимодействии с властью. ЖКХ, дороги, благоустройство и так далее. Условно можно сказать, что в этом нет никакой политики. Но мы понимаем, что все-таки депутатов в том числе выдвигают политические партии, поэтому говорить о том, что политики нет совсем, тоже нельзя. В общем, по сути, муниципальный депутат в рамках своих полномочий изменить политику региона или страны он не может. Но являясь политической фигурой, он, конечно, может заниматься общественной и политической деятельностью за рамками полномочий депутата. Как-то излагать свою позицию, выходить с какими-то инициативами по изменению, может быть, законодательства, может быть, какого-то там курса государственного. Вот. Но это не связано напрямую именно с деятельностью как муниципального депутата. Это просто политическая деятельность. Знаете, так получилось, что основные достижения, такие глобальные, мои персональные, они были заложены, предпосылки не были еще заложены, даже когда еще не был депутатом, был простым активистом, общественником. Основной это, конечно, генплан городского округа Подольск. Нам удалось серьезно его поменять, именно благодаря активной гражданской позиции. Нам удалось воспрепятствовать тому, что определенные сельхозполя, там в сотни гектар сельхозполей будут застроены многоэтажной, 20-этажной застройкой, как это хотела сделать и администрация, и владельцы этих полей. И мы добились того, что застройка все-таки будет сведена к 7-8 этажам. Это очень серьезное достижение. Как вы знаете, в 2022 году тоже планируются выборы, в том числе и в Московской области, но не во всех муниципалитетах. В нашем муниципалитете следующие выборы будут в 2025 году, если ничего не поменяется у нас в стране. Я, конечно же, рекомендую всем активным жителям, всем, кто переживает конкретно за свой город, за свой регион, за свою страну, участвовать в той или иной форме в выборах. Либо самим выдвигаться, либо помогать кандидатам, либо участвовать в деятельности избирательных комиссий, и обязательно прийти как избиратель и реализовать свое, так сказать, активное избирательное право, проголосовать за того, за кого ты считаешь нужным. У нас многие считают, что от нас ничего не зависит, от меня, одного человека ничего не зависит, я ничего не могу поменять. Знаете, на самом деле как раз от людей все и зависит, потому что других людей, другого населения, других граждан, которые могли бы избрать депутатов, губернаторов, президента, у нас нет. У нас не прилетят инопланетяне или представители какого-то другого государства и кого-то за нас изберут. Мы только сами это можем сделать. Все, что происходит в стране, это в том числе результат участия жителей в политической деятельности, в том числе участия в выборах. Никто, кроме вас, не повлияет на изменения ни в вашем конкретном городе, ни в регионе, ни в стране, если вы хотите этих изменений.